Всем привет! Меня зовут Артем, и вы на канале Коптим вместе. Сегодня мы с вами приготовим потрясающее, вкуснейшее грузинское блюдо под названием чанахи. Приготовим мы его не просто в казане, а в автоклаве. Поэтому усаживайтесь поудобнее, включайте звук на всю и смотрите. Будет очень вкусно и очень интересно. А мы начинаем. Наше видео по традиции будет разбито на несколько частей, на несколько этапов. Первым этапом мы нарежем, подготовим все наши ингредиенты. Вторым этапом мы уложим их в банки. Третьим этапом мы все это заавтоклавируем. И четвертым этапом, естественно, мы все это дело отдегустируем. Итак, не будем терять времени и приступим к первому этапу. Для приготовления чанахи по моему рецепту нам понадобится, начнем с главного ингредиента. Это баранина, свежайшая домашняя баранинка. Перец болгарский, лучок репчатый, картофель, чесночок, морковочка, зеленушка, укропчик и петрушка и баклажанчики. А также по специям, естественно, соль обычная поваренная, черный перец душистый, черный перец горошком, водичка чистая питьевая, также лавровый лист. Какое грузинское блюдо может получиться без этой чудной приправы? Эта приправа называется уцхасунели. Друзья мои, обалденный аромат она дает и неповторимый вкус. А также томатная паста. Очень важный момент. Рецепт на одну баночку будет в конце ролика. Так что потом посмотрите. Итак, начинаем нарезку всех наших продуктов, всех ингредиентов. Были на фестивале у Волохи в Нижнекамске. Вот он собирал у нас всех фудблогеров, своих подписчиков. И там он мне подарил вот такой прекрасный нож фирмы Трамантино. Володь, привет тебе и большое спасибо за этот ножик. Режет отлично. В произвольной форме мы счищаем мясо с косточки. Во время разруба мяса остаются очень много мелких косточек. Вы внимательно следите за этим и отбирайте их, чтобы не было потом у вас в тарелке неприятных сюрпризов. После того, как нарежем все мясо, мы его тщательно промоем, чтобы минимизировать риски попадания какой-то косточки к нам в тарелку. Итак, сняли мы мясо с косточки. Режем примерно вот на такие кусочки. Теперь приступаем к нарезке наших овощей. Давайте начнем с баклажана. Наша задача все овощи порезать кубиком. Режем средними кубиками, сильно мельчить не стоит, чтобы и держало форму, и во-вторых, при тушении, естественно, уменьшится в размерах. Теперь нарезаем перцы. Теперь приступим к нарезке лука. Лук дорезал, миска уже полная с горкой. Я думаю, все это дело пересыпать в контейнер. Будет куда удобнее перемешивать. Натираем морковь на крупной терке. Морковочку дотерли. Отправили в контейнер. Теперь добавим туда чесночок. Теперь следует тщательно все это перемешать. Красотища какая. Далее нам следует нарезать картофель. Режем очень просто и не мелко. Стараемся тоже резать ее кубиком. Все ингредиенты у нас подготовлены. И теперь пришло время наполнить ими наши баночки. Все мы будем делать через весы, для того, чтобы показать вам, какое количество того или иного ингредиента мы кладем в наши банки.
Первым делом мы отправляем черный перец горошком. 3 горошины буквально. Далее добавим 1 черный перец душистый, а также 1 лавровый листик. Совет: большие лавровые листы не добавляйте, они впоследствии могут дать горечь. Готово. Теперь мы включаем весы. В первую очередь у нас пойдет мясо. Мясо мы добавляем 100 грамм. Мяско добавили, ну и немножечко вот таким образом его распределим. Следующим ингредиентом у нас идет картофель. Мы добавляем его тоже 100 грамм. Картофель добавили и немножечко утрамбуем в баночке. Далее нам следует добавить нашу овощную смесь. Добавлять мы будем 200 грамм. Поясню более точно. Мы добавляем 50 грамм баклажана, 50 грамм моркови, 50 грамм перчика болгарского и добавляем лук. И чесночок, мы уже помните, натерли, нарубили и распределили по всей нашей овощной смеси. Итак, добавляем 200 грамм. Наше блюдо еще не солил. Солить мы его будем позже. Овощи нужно будет приминать, потому что если мы будем просто их нагружать в баночку, они не влезут. Потому что 200 грамм это довольно-таки большой объем. Теперь мы с вами добавляем соль. Значит, на баночку 0,5 требуется ровно 5 грамм обычной поваренной соли. У меня вот есть такая мерная ложечка, в нее ровно помещается 5 грамм. Присаливаем сверху. Далее мы с вами добавляем очень важную, я думаю, даже думаю, одну из самых главных приправ в грузинской кухне. Это уцха сунели. На одну баночку я вам покажу, что я буду добавлять вот примерно такое количество, буквально на кончике чайной ложечки, дабы не перенасытить этим ароматом все блюдо. Самое главное, чтобы оно подчеркивало и дополняло, а никак не перебивало. Сверху сыпем. Кому мало, ну добавьте еще. Я думаю, может быть, еще такую маленькую щепоточку. Далее мы добавляем с вами 1 чайную ложку томатной пасты. Прям вот полную ложечку. В процессе приготовления в автоклаве все будет бурлить, кипеть, вариться, и все наши ингредиенты перемешаются, и все соки распределятся по всей баночке. Заключительным ингредиентом у нас идет обычная чистая питьевая вода. Мы ее наливаем по плечике нашей баночки. Немножечко помогу ложкой, чтобы водичка поскорее проникла и заполнила все пустоты нашей баночки. Водичка у нас по плечике, 2 сантиметра до крышки мы соблюдаем данную, так сказать, дистанцию, дабы при приготовлении, при бурлении у нас не посрывало крышки. Берем и просто закручиваем наши баночки крышками твист. Все, наконец-таки мы наполнили все наши баночки. И теперь последним, так сказать, промежуточным этапом мы их закручиваем крышки. Ну, на вид смотрится так-то неплохо. Теперь бы еще это дело приготовить все правильно, грамотно, по уму. Устанавливаем автоклав и начинаем процесс стерилизации. Все, наконец-таки наша чанахи приготовилась, автоклав отключился. Теперь мы его
Открываем и смотрим, что же у нас там получилось. Достаем наше блюдо. Наконец-таки мы готовы к дегустации. Посмотрите, какая красота у нас на столе. А блюдо дня у нас, естественно, чанахи. Все, нет больше сил ждать, болтать. Открываем баночку и будем пробовать. Но, как всегда, к нам в гости, ну, он не друг канала, я не знаю, он часть канала, наверное, да, так его можно назвать. Без него вообще уже никакие съемки, ничего не проходит. Еще что его представлять? Вован, проходи, давай, попробуем, что я тут наварганил в этот раз. Привет, дорогой. Всем привет. Привет, привет. Ты меня голодом заморил сегодня уже, я уже ждать замучился просто. Так, ну что, открываем. Вкусно пахнет едой. Бульончик, бульончик. Вот такое у нас блюдо. Ух. Посмотрите, какая красота. Пора приступить Пора. к дегустации. Это очень чанахи. М, Слушай, я думаю, ее надо не в маленьких банках, а в 3-литровых делать. Слушай, это потрясающе. Очень вкусно. Очень вкусно. Картофель не разварился, не развалился, а полностью он приготовлен. Внутри он мягенький, снаружи держит форму. Не, ну что сказать, ну вот полноценное, вкуснейшее блюдо, бульон великолепный, овощи как нельзя лучше. Ну вот, друзья мои, вот такая вот у нас получилась вкусная история. С продолжением. Берите и делайте обязательно. Пробуйте делать это. Или эту продукцию можно приобрести. Она доступна к заказу, отправляем по всей России, транспортной компании. Да. Ну, я это имел в виду. Да, как бы я хочу сказать, что получилось максимально сбалансированное второе, как бы первое-второе блюдо. Здесь и бульончик, Ну, и я бы овощи, и даже мяско. сказал, это прям полноценный обед. Да, обед. Съел сразу первое, второе и компот. Да, фактически так. И хранится долго, 2 года. Мгм. Можно взять на дачу, на рыбалку, на речку. Под закуску вообще мед, да? Друзья мои, если вам понравилось наше видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте любые вопросы. А также забегайте на нашу страничку ВКонтакте и в Инстаграме. Кстати, там вы можете сделать заказы. И давайте дружить вкусно, друзья мои. Так что до новых вкусных встреч. Всем пока! Пока.